В самом начале видео я хочу сказать об обращении Арнольда Шварценеггера, потому что оно гораздо более значительно, чем может показаться на первый взгляд. Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you, terrible things that you should know about. But before I talk about the harsh realities, let me just tell you about the Russian who became my hero. Арнольд Шварценеггер в России как минимум не менее, а скорее более значим, чем в Соединенных Штатах. Зенит его карьеры пришелся на конец 80-х, начало 90-х, на то время, когда жители нашего региона получили доступ к западной культуре через видеосалоны и домашний просмотр. Даже те его фильмы, которые в Соединенных Штатах считаются страшно неудачными, которые с треском провалились в прокате, вроде «Бегущего человека», у нас становились культовыми и захватывали рыночные развалы с видеокассетами. В каждой подвальной качалке, где не было водопровода, а электричество воровали с ближайшего столба, обязательно висел постер с Шварценеггером. Его имя стало нарицательным, он универсальный киногерой. Когда он обращается к гражданам и солдатам из России, это обращение не какой-то американской звезды, это обращение человека, на фильмах которого вырос каждый из нас. Можно забанить, отключить, заблокировать все на свете, но изолировать общество от того культурного контекста, в котором оно было сформировано, очень непросто. Владимиру Путину, наверное, комфортно быть лидером чего-то среднего между Северной Кореей и Ираном. Страны-изгоя, которой не место в любом цивилизованном обществе, начиная с Совета Европы и заканчивая Олимпийским комитетом. Но беда для него заключается в том, что в отличие от стран-изгоев, на которые всем наплевать, Россия и Украина очень тесно вплетены в западную культуру. В конце ролика будет полное обращение Шварценеггера с дублированием на русский язык. Но вообще хотел сегодня поговорить не про Россию, а про Украину. Давайте попытаемся представить, как и с чем Украина выйдет из этой войны. Из войны, которую Россия Украине уже проиграла. Первое и самое заметное приобретение. За эти 3 недели у Украины появилась точка национальной сборки, можно назвать национальный миф. У многих стран есть идея, исторический эпизод, который объединяет граждан. В Соединенных Штатах это война за независимость. В России это победа в Великой Отечественной войне. Такой эпизод Украины, общая ее история, сегодня это победа в войне за независимость. В сегодняшней войне. В войне навязанной, но выигранной. Для Одессы и для Ивано-Франковска это будет общая история и общая победа, в которую все что-то вложили, взрывы, на которые все слышали, в которой у каждого есть знакомый, который пострадал за свободу. Долгое время взгляды у людей, живущих на западе и на востоке Украины, не совпадали по многим важным вопросам. Чтобы это заметить, не нужны никакие соцопросы, достаточно посмотреть на карту результатов любых общенациональных выборов. Чаще всего восток и запад страны голосовали по-разному. Почти по всем темам, начиная с евроинтеграции и заканчивая ностальгией по СССР, Восток и Запад находились по разные стороны. Для такого напряжения были объективные причины. У Львова и Харькова, помимо огромной разницы в экономическом устройстве, не было никакой, в общем-то, общей истории. Даже в составе Союза они появились в очень разное время и на очень разных условиях. Но теперь же все эти противоречия и несовпадения стали неважны. Жители Киева, Одессы, Харькова, Львова, украиноязычные, русскоязычные, жители промышленных регионов или туристических, либералы, националисты, социалисты, горняки и блогеры вместе отстаивают свою свободу и независимость. У граждан Украины впервые появился бесспорный сюжет, который объединяет всех. Это прекрасно видно на рейтингах одобрения Владимира Зеленского. Он символ этой отечественной войны. По нему легко замерять эти настроения. Один из самых зашкаливающих его результатов во Львове. Может, вам это не кажется странным, но Львовская область — это единственный регион, где в 2019 году Порошенко не просто выиграл у Зеленского, но выиграл с впечатляющим результатом.
Страна, которая справилась с мировым злом, многократно превосходящим злом. Это, безусловно, то достижение и та точка, которая будет выше любых локальных противоречий. Второе важное обстоятельство. Украина стала самой лучшей страной мира. Сейчас объясню, что я имею в виду. В мире постоянно идет множество военных конфликтов. Практически по всем из них вы встретите в развитых странах противоположные мнения. Даже самые адекватные американские спикеры, почти под каждым словом которых я был бы рад подписаться, могут вдруг осудить Соединенные Штаты за поддержку Израиля, потому что он, эдакий нехороший такой, имеет наглость с оружием в руках успешно бороться за жизнь. Ирак, Афганистан, Сирия. Среди политиков, звезд, публичных интеллектуалов развитого мира. Все эти и другие конфликты – повод для горячих дискуссий. Но не российское вторжение в Украину. Тут мы наблюдаем совершенно невиданную солидарность. Даже отставные кинозвезды, которым паспорта лично Путин вручал, не рискуют сказать нечто хотя бы двусмысленное. Украина, видимо, даже частично спасла американских федеральных бюджетников. Принятие бюджета, которое в прошлые годы длилось вечность и уже не раз приводило к остановке работы правительства, сейчас пролетело почти как голосование в Российской Госдуме при полном согласии двух партий. Просто потому, что в нем рекордные 13,5 миллиардов долларов помощи Украине. Никто не готов это торпедировать. Сейчас переключимся на рекламу и продолжим про это все говорить. Всего за 3 недели ситуация на международном рынке кардинальным образом поменялась. Доллар вырос, это факт, но что с этим фактом делать, знают немногие. А главный вопрос – что нужно делать с накопленными средствами, чтобы они не превратились в пыль, как во время кризиса 1998 года? Вот незнание финансовых вопросов люди совершают серьезные ошибки, которые сейчас могут очень дорого обойтись. В связи со всем этим обратите внимание на школу безопасных инвестиций Финра. Сразу скажу, Финра – это не про трейдинг и не про доходы по 200% в месяц. Такое, если и бывает, то с огромными рисками для ваших денег. А Финра научит вас, как сохранить свои деньги в любой момент, как оценить риски и составить инвестиционный портфель, который не только поможет вашей заначке пережить наступающий кризис, но и позволит безопасно приумножить доход в инвестициях на 10-20% в год. Это возможно только при грамотной долгосрочной стратегии. Финра имеет образовательную лицензию. Это значит, что за обучение в ней можно получить налоговый вычет до 15 600 рублей. У школы Финра есть бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор», на котором вы поймете, какие инвестиционные инструменты вообще бывают, определите свои цели инвестирования, разберете типичные ошибки инвесторов и купите первую акцию. В марафоне приняли участие уже больше 200 тысяч человек, а вообще Финра поставила себе цель, чтобы как минимум 1 миллион семей имели стабильно высокий доход. Пожалуйста, не делайте необдуманных действий и не впадайте в панику. Без финансовой грамотности сейчас очень многие попадаются в ловушку и теряют средства. Ссылку на школу Финра я оставлю в описании под видео. Переходите по ней, читайте о школе и записывайтесь на бесплатный марафон «Я инвестор». Учитесь беречь свои деньги. С русским миром, который Путин несет своими градами, теперь все еще хуже. Потому что даже если отложить соображение патриотизма и теоретически, просто подумать про холодный прагматизм, то украинский паспорт на российский менять теперь просто глупо. И иначе как под дулом автомата человек на это никогда не согласится. Мечтать теперь нужно об обратном. Украинский паспорт стал одним из лучших в мире. Развитые страны массово упрощают для украинцев всю бюрократию, начиная от открытия банковских счетов и заканчивая получением вида на жительство. То, на что у любого человека уйдут годы и тонна бумаги, украинцам делают за часы и дни. В то время как российское гражданство стало просто токсичным. Не нужно обманываться лишь формальными санкциями. Реальность такова, что любой нормальный банк, любой нормальный работодатель, контрагент будет просто шарахаться от российских резидентов, будь то корпорация или частное лицо. Просто от одной строки Russian будут загораться все красные лампочки во всех службах безопасности. Потому что дешевле не иметь дел ни с кем, чем разбираться во многоуровневых запретах, рискуя оставить на штрафах полбизнеса. И это закончится не скоро, даже если война остановится завтра. Это очень горько осознавать, но мы сейчас станем как арабы в частности и мусульмане в целом после 11 сентября 2001 года. Конечно, большинство из них не были террористами и не поддерживали Бен Ладена.
Но жизнь им от этого слаще их не сталось. Долгие годы мы будем сталкиваться с препятствиями в большом и малом, вплоть до того, что хозяин мотеля в глухой американской глубинке откажется селить русских. И это только начало. Когда эта война закончится, Украину, конечно же, ждет свой план Маршалла. Да, сегодня в стране уничтожают инфраструктуру, и ущерб уже составляет до 100 миллиардов долларов. Но эта цифра совершенно не смертельная. А главное, платить ее будет не Украина. По состоянию на 23 февраля среднестатистический житель планеты имел довольно слабое представление об Украине. Восточноевропейское государство, где-то рядом с Россией, бывшая часть Советского Союза. Попробуй-ка отличить ее от Беларуси или Литвы. Украинцы, оказавшиеся в Мадриде или уж тем более в Буэнос-Айресе, с высокой долей вероятности сочли бы русским и долго бы удивлялись, почему это не одно и то же. Все изменилось за эти 3 недели. Теперь про Украину знают все. Названия украинских городов звучат на каждом углу. Сине-желтые флаги развиваются по всему миру. Селебрити записывают видео со словами поддержки украинцам. Украинских беженцев принимают в европейских странах, при том, что их уже 3 миллиона. Это огромная цифра, такого исхода жителей из своих домов в Старом Свете не было со времен Второй мировой войны. Украина сегодня это буквально персонаж голливудского фильма. Положительный персонаж, успешно противостоящий абсолютно очевидному злодею, который на бумаге сильнее абсолютно по всем параметрам. Зеленский, словно Черчилль наших дней, срывает овации и в британском парламенте, и в американском конгрессе. Никогда еще мир не был так един в своих симпатиях и оценках случившегося, как сейчас. Все это дает Украине наиболее ценный актив современности – репутацию. Война закончится, начнется восстановление. И вот тогда-то эта репутация будет приносить дивиденды. Ни у кого нет сомнений, кто здесь пострадавшая страна. Ни у кого нет сомнений, кто в этой ситуации жертва. Не будет никаких, все не так однозначно, и в конфликте виноваты обе стороны. Украине будет очень просто получить любую помощь, которую она захочет. Нужно еще иметь в виду чувство вины, которое обязательно будет преследовать европейцев и американцев, не решившихся на прямую военную поддержку Украины из-за страха перед глобальной войной с применением ядерного оружия. Они не могут закрыть небо, из-за чего продолжаются бомбардировки и гибнут мирные жители. Это понимают все, и общество, и политики. Они не смогут вернуть жизнь убитым людям, но смогут помочь восстановить разрушенное. И нет никаких сомнений, что это будет сделано. Лишь один пример. Спустя всего сутки после падения бомбы на драматический театр в Мариуполе, министр культуры Италии пишет в Твиттере о своей готовности восстановить здание. Лучшие архитекторы мира будут планировать новые украинские города, восстановленные украинские города. Лучшие инженеры будут восстанавливать разрушенные объекты. Государства, частные и государственные фонды будут соревноваться в том, кто быстрее и больше даст на это денег. Все те реформы, о которых я говорил еще до войны в нашем фильме для канала Варламова, кстати, посмотрите, если не видели, которые годами откладывались, в том числе из-за дефицита ресурсов, можно будет провести одним махом. А мы, россияне, будем за все это платить. Платить будем годами. Каждый дом и каждый мост, каждая ферма, каждый завод, каждый аэропорт и электростанция и трамвай – все это стоит денег, и деньги эти будут из нашего кармана. Это не самая большая проблема и далеко не самая большая потеря. Потерь у нас будет еще много. Но это будет так. В-третьих, Украина выйдет из этой войны с одной из самых боеспособных армий мира – европейским Израилем. Высшее командование, офицеры, профессиональные военные и просто граждане, призванные в армию и вступившие в ряды территориальной обороны, получили уникальный опыт, которого лучше бы не иметь. Но так уж сложилось, что теперь он есть. Опыт большой фронтальной войны на своей территории. Армия – это не просто вооруженные люди, это тоже важный институт, который влияет на репутацию власти как внутри страны, так и за ее пределами. Разница между Германией и Афганистаном во многом определяется разницей между Бундесвером и Талибаном. Одной из причин для начала войны Путин называет желание Украины вступить в НАТО. Но кажется, что Альянс не горит желанием принимать Киев в свои ряды, о чем уже говорит президент Зеленский. Однако здесь не все так просто. Если Украина в итоге не сможет стать членом НАТО, это будет скорее проблемой для НАТО, чем для Украины. Единственная армия, умеющая успешно противостоять агрессору, это лучший актив, о котором НАТО только могло бы мечтать. Репутация Украины, как я уже сказал, будет зашкаливать в следующие годы. Репутация Альянса, не пожелавшего вмешаться, наоборот упадет.
Не исключено даже, что Украина будет в состоянии создать свой военный союз. В нем вполне логично смотрелась бы Грузия, Польша, страны Балтии, Молдова, возможно, даже Финляндия, как страна, созданная Владимиром Ильичем Лениным. Да, у этого регионального союза не будет ядерного оружия, но у него будут вооруженные силы Украины и их опыт победы над российской армией, а Россия – единственный источник опасности в Восточной Европе. Если путинскому режиму удастся пережить поражение и не рухнуть немедленно под грузом санкций, то он совершенно точно будет вынашивать идею реванша. Оборонительный военный союз российских соседей делает такой реванш практически невозможным. Если уж с украинскими войсками справиться не получилось, то украинско-польско-грузинско-прибалтийские войска даже и атаковать бессмысленно. В любом случае, вторжение России в Украину коренным образом изменит подход к коллективной безопасности, потому что оно наглядно продемонстрировало, что текущая система не работает, если она допускает такую неприкрытую агрессию одной европейской страны против другой. Украина, вне всяких сомнений и без относительно фронтовой ситуации, выходит победителем из этой войны. Мрачный парадокс ситуации заключается в том, что сейчас нет ничего хуже, чем быть в Украине, ведь на твой дом падают бомбы, но и нет ничего лучше, чем быть украинцем. Тебе рады всюду и помогут во всем. У тебя, как у украинца, есть большое будущее. Никогда такого не было, чтобы лидер страны, в данном случае Владимир Зеленский, за 10 дней выступил перед парламентами Великобритании, США и Германии. И не просто выступил, но всюду был встречен овациями. Последняя гулянка российского руководства выглядит ужасно. Но она последняя. Она на те последние деньги, которые еще есть. Украина же, понеся тяжелые потери, выйдет из этой ужасной ситуации совершенно иной страной. Помимо всего прочего, Украина сможет, если захочет, стать центром настоящего русского мира. Что такое русский мир в его истинном, а не кровавом, рожденном кремлевскими политтехнологами значении? Это мир, в котором родился, например, Яндекс, единственный на планете конкурент Гуглу на открытом рынке. Родился ВКонтакте, единственный конкурент Фейсбука. Постсоветский человек, если его специально не бить по рукам и не загонять в ГУЛАГ, способен к выдающимся достижениям. Это мир огромного русскоязычного региона. Рунет, очень важной составной частью которого была Украина, Рунет, который сейчас разрушают, это образец того, что могут делать высшие из СССР люди, если их не бить и не унижать. Они могут быть не просто вровень с остальным миром, они могут быть лучшими. Сейчас таким местом, где можно быть деятельным человеком, где можно созидать, а не рушить, будет Украина. Россия, к большому моему сожалению, свой шанс потеряла. Россия устроила войну и уже никогда не будет центром притяжения ни для кого. Но если в регионе есть потенциал, а он есть, то кто-то станет его центром. В нашем регионе потенциал определенно есть. И главный сегодня претендент на то, чтобы быть его центром – Украина. Именно в Киеве будет открыт следующий Яндекс, когда наш сегодняшний Яндекс загнется под санкциями. Именно из Киева, если будет на то воля украинцев, заработает инфраструктура для всех жителей большого постсоветского региона. Именно он, а не Москва, будет теперь тем центром, где соединяются западные деньги и русскоязычные рынки. Мы не можем знать, произойдет ли это. Вполне возможно, что в послевоенной Украине победят иные настроения, и она пойдет по пути, похожему на польский, станет одним из государств Евросоюза, а от русского языка и постсоветского региона захочет держаться подальше. Это будет решать украинское общество. Решение будет за ним. Российские геополитики долго фантазировали, но финалом их фантазии стало то, что Россия стала токсичной страной, жители которой будут нищать. Единственное, что Россия сможет предложить в будущем миру, это угроза ядерной бомбой. А вот Украина сможет намного больше. Я очень надеюсь, что у Украины все будет хорошо. Мне очень нравится ее нынешнее политическое руководство и его приверженность европейским ценностям. Вся страна бьется за свою свободу и за свое будущее, и, похоже, побеждает в этой борьбе вторгнувшуюся российскую армию. В украинской риторике уже потихоньку начинает виднеться победная трансформация. Украинское руководство открывает горячие линии для российских матерей, которые не могут найти сыновей солдат, высказываются о внутренних проблемах России. Еще немного, и они начнут включать в свои требования к России и освобождать наших политзаключенных. Несколько поколений, вся политическая, экономическая, культурная жизнь региона вращалась вокруг Москвы и раньше Петербурга. И казалось, что так будет всегда. Но Владимир Путин поставил на этом точку. Нет больше никакой Москвы как столицы. Теперь это место, откуда надо бежать. Столица теперь западнее и называется Киев. Как будет выходить из этого всего Россия, я пока не понимаю. Нас сейчас не ждет ничего хорошего. Но я надеюсь, что и мы с вами из этого выйдем.
Конечно, сначала должна смениться в России власть. До этого мы будем продолжать копать ту огромную яму, в которой уже сидим. Ну, будем ведь пробовать, да? Теперь посмотрим для конца этого ролика полную речь Шварценеггера с дубляжом. Мы сделали дубляж для тех, кому не очень подходят субтитры. В общем, посмотрите. Ну и до завтра. Здравствуйте всем, и спасибо за то, что уделяете мне свое время. Я шлю это сообщение через разные каналы, чтобы обратиться к моим дорогим российским друзьям и российским солдатам, которые сейчас служат в Украине. Я обращаюсь к вам сегодня, потому что в мире происходят события, которые от вас скрывают, ужасные события, о которых вы должны знать. Но перед тем, как я расскажу вам о суровой реальности, позвольте мне сказать вам о русском человеке, который стал моим героем. В 1961-м, когда мне было 14 лет, мы с моим другом поехали в Вену на чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я был среди зрителей, когда Юрий Петрович Власов выиграл чемпионат мира, став первым человеком, поднявшим 200 килограммов над своей головой. Мой друг как-то смог нас провести за кулисы, и вот он я, 14-летний мальчик, вдруг стою перед сильнейшим человеком в мире. Я не мог в это поверить. Он протянул мне ладонь, чтобы пожать мне руку. У меня пока еще была рука мальчика, а у него была могучая рука мужчины, в которой моя ладонь почти полностью исчезла. Но он был такой добрый, он улыбнулся мне. Тот день я никогда не забуду. Никогда. Я вернулся домой и повесил его фотографию над моей кроватью для вдохновения. В то время я и сам начал заниматься тяжелой атлетикой. Мой отец говорил мне: «Сними фотографию со стены и найди себе какого-нибудь немецкого или австрийского героя». Он злился, и мы постоянно ссорились друг с другом. Он не любил русских из-за своего опыта во Второй мировой войне. Он был ранен в Ленинграде, где нацистская армия, в которой он служил, нанесла невосполнимый ущерб тому городу и его отважному народу. Но я не снял фотографию со стены. Мне было все равно, под каким флагом Юрий выступал. Кстати, на этом мои связи с Россией не закончились. Они еще больше углубились, когда я ездил туда на бодибилдинг и на съемки своих фильмов и встречался со своими российскими фанатами. На одной из таких поездок я снова встретился с Юрием Власовым. Это было в Москве, на съемках «Красной жары», первого американского фильма, получившего разрешение на съемки на Красной площади. Мы с ним провели целый день вместе. Он был таким чутким, таким добрым и таким умным, и, конечно же, очень щедрым. Он подарил мне эту красивую синюю кружку, и с тех пор я пью из нее кофе каждое утро. С тех пор, как мне было 14 лет, у меня не было ничего, кроме привязанности и уважения к народу России. И это та причина, по которой я вам все это говорю. Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве, я все понимаю. Но как давний друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю. Позвольте напомнить, что я вам говорю это с той же искренней заботой, с которой я говорил с американским народом, когда произошла попытка мятежа 6 января прошлого года, когда дикая толпа пошла штурмом на Капитолий, пытаясь свергнуть наше правительство. Знаете, случаются такие моменты, вот такие неправильные, и тогда нам нельзя молчать. С вашим правительством все то же самое. Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения. Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех 3 братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имущие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Нет. На самом деле, давайте я вам расскажу. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвали к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только 4 страны проголосовали вместе с Россией. Это факт. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине. Целые кварталы разрушены российской артиллерией и бомбами, включая детскую больницу и роддом.
Почти 3 миллиона украинских беженцев, в основном женщины, дети, старики, покинули свою страну. Еще больше людей пытаются уехать. Это гуманитарный кризис. Из-за своей жестокости Россия теперь изолирована от сообщества государств. Кроме того, вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России. Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. Огромное количество российской боевой техники разрушено или брошено. Российские бомбы, падающие на безвинных гражданских, принесли те разрушения, которые так разгневали мир, что были введены самые сильные глобальные экономические санкции в истории. По обе стороны войны страдать будут те, кто этого не заслуживают. Российское правительство лжет не только своим гражданам, но и своим солдатам. Некоторым солдатам сказали, что они пойдут воевать с нацистами. Некоторым сказали, что украинский народ будет приветствовать их как героев. Некоторым сказали, что они просто поедут на учения. Они даже не знали, что они едут на войну. Некоторым сказали, что они там, чтобы защитить русских в Украине. Все это неправда. Российские солдаты столкнулись с отчаянным сопротивлением украинцев, которые хотят защитить свои семьи и свою страну. Это факт. Когда я смотрю на то, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм про ужасы Второй мировой войны, а не современные новости. Когда мой отец приехал в Ленинград, он был донельзя накачан ложью своего правительства. Когда он уехал из Ленинграда, он был сломлен, физически и морально. Он прожил всю свою оставшуюся жизнь с болью, болью от сломанной спины, болью от шрапнели, которая всегда напоминала ему о тех ужасных годах, болью от вины, которую он чувствовал. Российские солдаты, которые слушают это сообщение, вы уже знаете большую часть правды, о которой я вам говорю. Вы видели ее своими собственными глазами. Я не хочу, чтобы вы были сломлены, как мой отец. Это не та война для защиты России, на которой воевали ваши дедушки и прадедушки. Это незаконная война. Ваши жизни, ваши конечности, ваше будущее жертвуются ради бессмысленной войны, которую осуждает весь мир. О власти в Кремле я хочу спросить. Почему вы жертвуете этими молодыми людьми ради своих амбиций? Те солдаты, которые слушают меня сейчас, помните, что у 11 миллионов россиян есть родня в Украине. Каждая ваша пуля летит в чьего-то брата или сестру. Каждая бомба, каждый заряд, который падает с неба, падает не на врага, а на школу, или на больницу, или на чей-то дом. Я знаю, что российский народ не в курсе о том, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это пропаганда и дезинформация. Я прошу вас помочь мне распространить правду. Расскажите вашим соотечественникам дома о человеческой катастрофе, которая происходит в Украине. А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну. Вы ведете эту войну. Вы можете остановить эту войну. А теперь позвольте мне закончить сообщением ко всем тем россиянам, которые выходили и выходят на улицы против вторжения в Украину. Мир увидел вашу смелость. Мы знаем, что вы страдаете от последствий вашей смелости. Вас задерживают, вас сажают, вас бьют. Вы мои новые герои. У вас сила Юрия Петровича Власова. У вас настоящее сердце России. Дорогие мои российские друзья, да благослови вас Господь.